Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Слишком сложно». Куда сходить в Санкт-Петербурге, если у вас в запасе всего 2-3 дня? В этом видео мы покажем вам интересные и необычные места в городе, которые можно посмотреть за несколько дней. Места будут интересны как для туристов, так и для жителей Санкт-Петербурга. Маршрут актуален для любого времени года. С чего стоит начинать просмотр города? Так это с обзорной площадки. И первая обзорная площадка, о которой мы вам хотим рассказать, находится на звоннице Смольного собора. В городе есть несколько обзорных площадок, но именно в Смольном соборе одна из самых красивых, недорогих и высоких. Вход стоит 200 рублей с человека. Подъем на звонницу достаточно простой и живописный. Высота составляет 50 метров. Работает с утра и до вечера. В видео будет карта с отметками каждого места, где мы с вами побываем. Не пропустите ее. На смотровую площадку звонницы Смольного собора ведут лестницы, в сумме составляющие 278 ступеней или 50 метров. Это на 16 ступеней и 7 метров выше, чем подъем на колоннаду Исаакиевского собора. Но подъем на звоннице намного проще. Смотровая площадка звонницы небольшая, дает обзор примерно на 180 градусов. Площадка открытая, но огорожена решеткой. На площадке есть бинокль, которым можно воспользоваться бесплатно. Со смотровой площадки Смольного собора открываются прекрасные панорамные виды на прилегающую к собору часть бывшего монастыря, историческое здание Смольного института благородных девиц, в котором ныне размещается правительство Санкт-Петербурга и действует Смольный историко-мемориальный музей. Также открывается панорамный вид на Неву и разводной Большеохтинский мост. Следующая интересная точка на карте Петербурга, которую мы хотим вам показать, находится недалеко от метро Чернышевская. Это оранжерея Таврического сада, там, где лето внутри Петербурга круглый год. Погуляйте здесь среди тропических растений, пальм, почувствуйте влажный воздух тропиков. Поднимитесь на второй этаж и перекусите на балконе с видом на сад. Билеты в саму оранжерею стоят 80 рублей. Кафе и оранжерея работают каждый день с 11 до 21. Кстати, в оранжерее снимали эпизоды более 25 картин, среди которых «Приключения Шерлока Холмса» и доктора Ватсона, «Мушкетеры 20 лет спустя». Следующей точкой на туристической карте Петербурга мы бы хотели выделить ранее сожженную, а теперь восстановленную, действующую евангелическо-лютеранскую церковь Анненкирхе, где также проходят концерты и выставки. Вход в церковь бесплатный. Периодически на определенные выставки вход в церковь может быть платным, поэтому уточняйте информацию в интернете перед посещением. Выглядит церковь так необычно из-за пожара, который произошел в начале 2000-х. У церкви очень долгая и интересная история. Можно почитать ее на сайте церкви и посмотреть фото до реставрации. Реставрацию проводили только внешнего облика. Внутри церковь частично сохранила всю свою историю. В ней очень приятно просто походить или посидеть в кафе. Дальше посмотрим несколько интересных мест в районе Невского проспекта. Не проходим мимо самого известного книжного магазина в городе «Подписные издания». Каждый петербуржец и теперь каждый гость города считает своим долгом зайти в этот книжный. А все почему? «Подписные издания» – это старинный семейный книжный магазин, открытый аж в 1926 году. Он не только очень красивый по интерьеру, но и обладает невероятной коллекцией книг. Здесь можно выпить кофе и перекусить после долгой прогулки по городу, и даже почитать книжку. Здесь можно купить книги и журналы на любой вкус. Встречаются даже очень редкие издания. Можно закупить необычные сувениры, открытки, книги, блокноты и другие необычные подарки для своих близких на память о поездке в Петербург. Дальше мы с вами пройдем в мало кому известное и, казалось бы, совсем неприметное с проспекта место, которое называется «Третье место». Оно располагается прямо через дорогу от подписных изданий. Такие необычные места, как «Третье место», всегда спрятаны от глаз.
Летом здесь проходят вечеринки под открытым небом, можно заказать вкусные напитки и еду. В холодное время года здесь также можно перекусить и погреться. И периодически здесь проходят необычные мастер-классы и даже кинопоказы. Следующее место, в которое мы заглянем, находится прямо на Невском проспекте. Это музей Яндекса. Здесь находятся ретро-компьютеры и игровые приставки. Разрешают все потрогать и понажимать. Самый первый экспонат этой выставки и самый старинный – это арифмометр Феликс, который был произведен в 1929 году. На выставке показана вся история компьютерной техники. Следующее место на карте города, которое, на наш взгляд, заслуживает внимания, это лофт-проект «Этажи». Этажи находятся в здании бывшего хлебозавода с 2007 года. На 5 этажах здания расположились мастерские и галереи с выставками фотографов, художников, скульпторов со всего мира. Здесь очень много необычных шоурумов, магазинов. Также есть смотровая открытая площадка на крыше, где проходит постоянная выставка. На крышу можно попасть в любое время года. Летом здесь обустроена летняя зона с газоном. Вход на крышу платный и составляет 200 рублей. В этажах проходят очень интересные и разнообразные выставки. Например, сейчас идет выставка Бэнкси, большой городской фестиваль художников. Также посетители могут зайти на 3-й этаж и посетить фудкорт, в котором можно попробовать стрит-фуды разных стран. Каждый уголок здания лофта очень необычно оформлен. Его можно разглядывать хоть целый день. Следующее место, расположенное у Невского проспекта, которое обязательно стоит посетить, это Пышечная на Большой Конюшенной улице. Это одна из старейших и известных пышечных города. Она такая одна, другой нет. Каждый петербуржец про нее знает. Берем с вами пышки, какао, обязательно гладим кошечку, которую наверняка вы встретите, и отдыхаем. Следующее место, которое вам хочется показать, это Бертгольд-центр. Это креативное пространство расположено в центре города, в одном из дворов колодцев. Здесь располагаются необычные шоурумы, где можно найти уникальные подарки, вещи со всего мира, винил, книги, винтажные камеры, одежду, посетить выставки и вечеринки. Здесь есть несколько баров и ресторанов с разнообразной едой. Например, это кафе Овер Пицца, где делают самый большой кусок пиццы в городе. Также здесь есть бесплатная обзорная площадка, на которую можно подняться вот по этой лестнице. Дальше наш путь лежит на целый остров в центре Петербурга, на котором располагается культурный проект города под названием Новая Голландия. Остров ограничен одной рекой Мойкой и 2 каналами,
Крюковым и Адмиралтейским. Впервые для посетителей Новая Голландия частично и временно открылась в 2011 году, а затем только в 2016 году она открылась практически в том виде, в котором есть сейчас, после реставрации. В зданиях располагается много интересных кафе и ресторанов, необычные магазины, много мероприятий и развлечений организовано как для взрослых, так и для детей. Кстати, вход в Новую Голландию абсолютно бесплатный. Зимой здесь работает каток с красивыми декорациями, а летом на этом же месте обустроена лужайка. История гласит, что название острову дал сам Петр I. Раньше здесь располагались склады для нужд судостроителей, хранились корабельные леса и различные приспособления для ремонта судов. В советское время здесь располагались склады военно-морской базы. Совсем рядом с Новой Голландией находится одна из известнейших достопримечательностей города – Исаакиевский собор, куда мы вам и советуем зайти. Можно пройти с экскурсией внутрь самого собора или подняться на колоннаду, обзорную площадку, расположенную вокруг всего собора, и там посмотреть на город сверху. Дальше мы предлагаем вам не проходить мимо кафе под названием «Счастье». Оно стало неким символом города. Там можно перекусить с видом на Исаакий или просто зайти и купить конфеты или шоколад ручной работы. Следующее, куда мы с вами направляемся, это улица Гороховая. Здесь располагается множество очень интересных мест и заведений. Для начала не проходим с вами мимо универмага с уникальной архитектурой. Универмаг называется «У Красного моста» или по-другому «А Понт Руж», построенного в 1907 году. Это был первый в России многоэтажный магазин. Это здание можно увидеть в фильме «Серебряные коньки». Сейчас здесь продается брендовая одежда, косметика, детские товары и книги. Следующее место на улице Гороховой, куда мы вам рекомендуем зайти, в идеале в теплое время года, называется «Кооператив Гараж». Это гаражный бар в американском стиле с бильярдным столом и необычной пиццей. Зимой можно зайти внутрь бара, а летом здесь обустроены летние террасы. Направляемся в сторону метро Горьковская, в старейшую кинокомпанию России под названием «Ленфильм». Помимо того, что это действующая киностудия, сюда может попасть любой желающий. Здесь проходят экскурсии по музею Ленфильма, где собрана большая коллекция оригинального исторического реквизита. Можно пройти с экскурсией по съемочным павильонам. Здесь есть кинотеатр, книжный магазин, где собраны эксклюзивные книги, связанные с историей кино и культурой Петербурга. На экскурсии можно посетить гараж с раритетными автомобилями, используемыми в съемках кинофильмов. На экскурсию лучше записываться заранее, они проходят в определенное время. Недалеко от Ленфильма, по дороге к метро Петроградская, заглянем во двор и найдем там микрокофейню под названием ТЧК. Вообще весь Петроградский район славится своим большим количеством очень ламповых и интересных кофеен. ТЧК – это секретное место на Петроградке, где продается один из лучших кофе в Петербурге. Даже не все местные знают об этом месте.
Кофейня находится в очень милом небольшом домике во дворе колодца, который круглый год очень приятно украшают. Возьмите с собой вкусный кофе и направляйтесь гулять дальше. Следующее место, которое мы хотим вам показать, это кондитерская Анны Красовской. Это одна из лучших кондитерских города. Во-первых, она всегда очень красиво украшена в любое время года. Во-вторых, здесь можно попробовать авторские десерты и конфеты ручной работы, которые считаются шедеврами. Здесь сплелась мода и кондитерское искусство. Несколько раз в год меню десертов обновляется, и можно попробовать совершенно что-то невероятное. Например, недавно вышла коллекция десертов, посвященная маленькому принцу, где можно было попробовать даже слона в удаве. Дальше направляемся с вами в сторону метро Василия-Островская. У метро Василия-Островская располагается главная гастрономическая точка Петербурга, которая называется Василий-Островский рынок. В теплое время года на улице оборудована летняя терраса, а в холодное время года можно посидеть внутри рынка. Здесь можно попробовать кухни разных стран в любое время года. Василий-Островский рынок расположен в двух рыночных корпусах, входящих в исторический комплекс зданий Андреевского рынка. Они были возведены в 1959 году. Сейчас на рынке располагаются различные корнеры с концептуальными ресторанами, где каждый найдет себе еду по вкусу. Следующее место, о котором хочется вам рассказать, это Музей современного искусства Эр-Арта. Это крупнейший в России частный музей современного искусства, расположенный на 5 этажах. В музее проходит свыше 40 временных выставок. Также здесь всегда присутствует постоянная экспозиция. В Эр-Арте можно встретить искусство с современными технологиями, со смелыми экспериментами, иногда шокирующими объектами. Также здесь есть тотальная инсталляция, которая погружает гостей в определенную атмосферу посредством света, звуков и запахов. Также здесь есть 2 кинозала, где можно увидеть истории об оживших картинах и мультсериал «Черный квадрат». Дальше мы отправляемся с вами прямо на берег Финского залива в общественное пространство Севкабель-Порт. Оно расположилось на территории действующего кабельного завода. Комплекс зданий разделен на различные функциональные зоны, где можно создавать проекты, работать, заниматься творчеством и даже спортом. Здесь располагаются различные культурные, игровые пространства, спортивные зоны, кафе, студии и магазины. Также периодически здесь проводят временные выставки и концерты. В зимнее время года здесь заливают каток прямо на берегу Финского залива. На этом красивом месте мы заканчиваем наш рассказ про интересные места в Петербурге. В следующих наших видео мы обязательно покажем вам новые и интересные места города. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!